Всем привет! Сегодня хотел бы показать вот такой походный нож, называется Бёкер Плюс, модель Hermut версия 2.0. Вышла она буквально в прошлом году, пока на русскоязычном ютубе обзоров я еще не встретил, поэтому решил вам про нее рассказать. Наткнулся на нее чисто случайно, перед Новым годом решил сделать себе такой небольшой подарок. Нож поставляется в такой вот красивой упаковке, не стыдно подарить. И представляет из себя такой небольшой ломик, да, с очень высокими спусками, с очень широким лезвием. Ножны у него из кайдекса. Ничего не болтается, ничего не люфтит. В комплекте также поставляется вот такая клипса, но, как по мне, она так себе. Ну, то есть для галочки, в общем. Лучше ее заменить на Uniclip. Вот, чем подкупила эта модель? Присматривал себе нож для леса, который одинаково хорошо бы справлялся и с какими-то мелкими задачами по лагерю, там колышки настрогать, может быть немножко побатонить, там не крупные какие-то деревяхи, и при этом хорошо бы резал. Поэтому искал нож с высокими спусками, чтобы лезвие было широкое. Сначала обратил внимание на модель от компании Mr. Blade, у них есть тактическая кухня, так называемая, но повертев в руках, что-то они не очень понравились. Этот прям в руку взял и зашел, как говорится. Нож позиционируется производителем как полевой и разработан специально для выполнения работ по лагерю, по лесу какие-то работы. Это full танк, сталь D2, рукоятка SG10. Хвостовик проходит через всю рукоять, однако сверху и снизу она закрыта. Рукоятки можно будет, я так понимаю, заказать разных цветов, потому что на сайте производителя есть демонстрация разных вот этих рукояток с разной насечкой, разными цветами. Вот эта подпальцевая выемка очень удобно, помещается палец, чтобы его вынимать отсюда. Действительно, это очень удобно держать вот так, вот так. Ярко выраженный подпальцевый упор. Толщина обуха заявлена 4,8 мм, но я намерил 10,5. То есть почти 5 мм толщина обуха, при этом нож режет довольно-таки хорошо из-за того, что очень широкое лезвие и очень высокие спуски. Здесь вот такой Bone Crusher, тоже с насечкой. Есть вот такой пропил на лезвии. Фаска снята сверху. Вообще нож сделан очень приятно и аккуратно. Вот это отверстие, кстати, вот в пятке, сделано для того, чтобы вы могли паракордом обвязать вокруг руки, чтобы у вас нож никуда не делся, либо к чему-то его привязать, потому что производитель позиционирует его как полевой нож. На фотографии, кстати, непонятно размера, на самом деле нож довольно-таки компактный. У него клинок 10 сантиметров. И рукоятка примерно такая же. Давайте сейчас быстренько его измерим. Длина клиночка у нас. Буду мерить саму рабочую поверхность ровно 10 сантиметров, от рукоятки 10,5. Ширина клинка 3,6, 36 миллиметров. Толщина, как я уже говорил, заявлена 4,8, но по факту здесь все 5. Длина рукоятки самой G10 тоже 10,5. Общая длина ножа 20,5 сантиметров. Вес, давайте взвесим. Отдельно нож 184 грамма. Клипсы взвешивать не буду, потому что вряд ли кто-то будете этой клипсой пользоваться. Наверняка либо без нее. Вот 221 грамм. Нож с ножными. Нож был разработан совместно с немецким ножевым мастером Дирком Гофмейстером. На клинке у нас D2. Заявлена производителем твердость до 61 единицы по шкале Роквелла. Здесь у нас стоит логотипчик дизайнера, логотип компании. Вот такой замечательный Stonewash. Сюда, наверное, другой не надо, потому что царапин на нем не видно. Сталь D2 для полевого ножа, в общем-то, вполне должна неплохо себя показать. Единственное, нужно не допускать его, чтобы он у вас мокрый хранился в ножнах. У ножа очень тупой угол схождения
острия, поэтому он не является ХО на территории Российской Федерации. С этим как бы проблем никаких нет. Учитывая то, что у него обух 5 мм, почти 4,8 заявлено, по факту 5 оказывается, и очень ярко выраженный подпальцевый упор. В руке сидит очень хорошо, как что в перчатке, что без. Ну а теперь давайте попробуем что-то порезать и побатонить. Так, ну что, сейчас попробую порубить, покажу точнее, как он рубит березу. Береза очень сухая, специально из бани вытащил. Почти на всю ширину клинка. Она с сучками. И это, и вторая. Ну, вообще без проблем. То есть, повторюсь, береза очень сухая, очень плотная. Это не елка. Вот показываю, сучков очень много. Контролировать нож очень удобно, потому что у него спуски чуть-чуть выпуклые. Можно прям вот аккуратненькую стружечку делать. Прям тоненькую-тоненькую. Также можно вот так вот работать. Вот преимущество такого кончика. Во-первых, вы его не сломаете, да? Ну, он толстый. Плюс очень широкое лезвие. Удобно работать. Можно что-то вот вырезать, подрезать, какие-то пазы делать. Ну, например, в колышках, да, для веревки. Грызается, все хорошо. Вот у меня, видите, сейчас руки мокрые от снега. Но из-за того, что здесь вот такие насечки, нож, ну, более-менее нормально сидит в руке. Уже 10. Не, конечно, в идеале я бы, если выпустили микарту сюда поставил, было бы, наверное, вообще замечательно. Так вообще проблем никаких нет. Вот видите, можно аккуратно вот этим кончиком так вот работать. Ну, D2 довольно-таки хорошо грызет, на самом деле, прям таким с хрустом. Ну, слышите? Ну, в общем, нож, мне кажется, без проблем справляется с батонингом, с каким-то. Заводская заточка у ножа неплохая, учитывая то, что я несколько раз уже в лес не выезжал, режет он вполне неплохо. Ну, по раз уже давай, мне пришлось немножко там щепку какую-то порубить. Режет он нормально. Ну а теперь давайте попробуем что-нибудь порезать из продуктов, чтобы понимать, как он режет. Начнем с самого тяжелого, да, для такого ножа, это сыр. Сыр. Резать буду просто продавливать. Специально тоненько пытаюсь. Ну, кстати, вот видите, вообще без проблем. Учитывая то, что он довольно-таки толстый, 5 миллиметров. У него очень высокие спуски, поэтому ну, почти от самой, да, верхушки начинается. Поэтому сведение у него достаточно тоненькое, видите? Причем по всему. И спуски немножко выпуклые, прям чуть-чуть совсем. То есть они не прямые, не выгнут, да, прям чуть-чуть совсем. Здесь вот есть выпуклость, прям небольшая. Просто надавливаю. Ну, сыр как-то так.
просто за счет того, что у него очень плоское вот здесь вот пузико такое, им можно прям на краю доски просто как гильотиной что-то отрезать. Поэтому хлеб вообще без проблем. А длины более чем хватает, 10 сантиметров. Нормально. Специально буду вот прям тоненько-тоненько. Ну, то есть тоненько-тоненько он может вообще без проблем резать. Он не колет, что самое интересное. Я сначала думал, что он будет колоть, но нет, нормально. И очень удобно контролировать нож, потому что вот эти два пальца, вот эти под пальцами выемки отлично вообще помещаются. Можно либо так держать, либо вот так. И кончик, кстати, прикольный, такой пузатый. То есть нож контролировать довольно-таки удобно. Помидор. Вообще без проблем. Можно очень тоненько нарезать, вот видите. Неудобно контролировать. Вот прям за рукоятку прям отдельный респект. Нож маленький, такой верткий. Говорю, по фотографиям непонятно, насколько он на самом деле такой коротыш. Ну, видно, помидорку тоже отлично порезал. Ну, вообще без проблем. Тоненькие колечки. Морковку не колет, тут видно. То, что тоненькие получаются, ровные. Единственное, кончику надо, конечно, привыкать, что он такой очень закругленный, потому нужно приноровиться к нему. Зато ему удобно что-то где-то вот вышкрябывать, выковыривать, что-то вот так вот подрезать. Картоха. Тоже, на удивление. Ровный рез, не колет. Давайте ради интереса. Просто тоже 5 миллиметров. Вот этот колет. Ну, видите? Вот. Даже в конце прям рвет. И к тому, что не всегда толстый нож плохо режет. Все зависит от спуска. Вот видите, вот уже начал раскалывать. Вон края какие. Ну, вот так, для примера. Знаете, можно прям... Ну, резюмируя, нож по продукту он себя показал очень хорошо, даже я бы сказал замечательно, при такой толщине. Я прям приятно удивлен, если честно. Особенно порадовало вот эти две подпальцевые выемки и вот эта насечка. Очень удобно контролировать нож. То есть вот так вот держите и какую-то мелкую работу можете выполнять. Вот так вот подрезать. То есть, ну, вот так вот очень удобно сидит. Прям за рукоять, за эргономику отдельный прям респект. Коротко об этом ноже все. На этом будем заканчивать. Кому-то этот нож понравится, кому-то нет. Дизайн так, на любителя, согласен, спорный. Мне он, безусловно, зашел. Особенно сочетание вот толщины, удобства, эргономики, вот этой рукоятки и размеров. Самое главное, что он реально небольшой. Ну, на фотках реально кажется, что он здоровый лом, а по факту, ну, его в кармане можно носить без проблем. Я планирую к нему докупить клипсу нормальную, чтобы можно было в кармане носить. И все.
Всем спасибо за просмотр. Пока. Также многие из вас, конечно же, попросили открыть этим ножом люк. Ну куда же без этого, тлом, да? Вы знаете, как сложно зимой найти люк? Эх, ну ладно, погнали.